Как вы думаете, куда мы опять идем? Мы уже третий день подряд ходим в Game Room. Первый день, я думаю, ну ладно, доехали до Японии, покажу ему, от чего кайфуют японцы. Второй день был дождик, думаю, ладно, хорошо. Он попросился. В тот день, вчера, мы, кстати, выиграли игрушку. Ну, там слегка воспользовались физической силой, вытащили игрушку, в общем. Сейчас он опять хочет туда, потому что его не привлекают никакие другие достопримечательности, которые есть в Японии. Это ему не интересно. В последний раз вроде бы, чтобы уже потратить свои деньги, которые он получил. Он говорит, у меня же есть деньги на день рождения, почему не могу потратить, как хочу? Думаю, ладно, пусть тратит. Вот я не знаю, куда он идет. Он, получается, уже третий раз в это место. Он ориентируется по картам. Ребенок первый раз в Японию, он уже выучил дороги именно к игровым автоматам. Как только ему говоришь игровой автомат, он сразу говорит, все, сам найдет, сам он загуглит. И как видите, здесь детей нету. Здесь в основном молодежь гуляет. Здесь, в общем, такой у них развод идет. Специально ставят такие большие, коробки. Потом вот эти две палочки, которые держат ее. Вроде бы так смотришь, да, она упадет. Когда начинаешь ее приподниматься, она становится ребром и так, что она застревает между двумя палочками. Здесь, в общем, все продумано. Я видел сотрудника, как специально, да если посмотреть, все коробки, они поставлены так, как будто они вот-вот упадут, но они становятся ребром. И сотрудник, когда ставит эти коробочки, он несколько раз проверяет, как коробочка упадет. Упадет ли она сразу или нет. Вот такой вот развод. Вот так вот. Видите, они все продумали, и вот эти резинки, палочки, которые стоят, они резиновые. Так, чтобы они именно, коробки, не скользили по ним. Вот она вот так встает ребром. Вот эти резинки на трубках, они делают трубку не скользкую, поэтому она застревает и все, и не падает. Мы потратили где-то около, сколько там, 15 тысяч, 15 долларов. Она уже стоит почти на краю, Крис не сдается. Давай. Должна упасть. О, упалась. Наконец-то. Довольный, блин. Ты сколько денег потратил на эту штуку? Открывай, смотри, что там внутри. Покажи. Вот такая вот куколка. Она стоит 15 тысяч, как вы думаете? По-моему, легче было купить кусочек пластика. Или я это такой старый уже стал, я в этом ничего не понимаю, но, блин, мне жалко, мне легче купить это все, чем пытаться и отдавать деньги автомату. Ну, хоть вытащил. Кстати, что за прикол, там просто куколка, еще и девочка. Ну, так как это персонаж из мультика, который он смотрит, поэтому ему
по приколу. Перед парком стоит вот такое интересное ограждение, что проходили только люди, либо люди, если люди-инвалиды с коляской, они вот так полностью обходят, а велосипед здесь не пройдет. Он если начнет отсюда проходить, он просто застревает. Поэтому даже с велосипедом, чтобы в парк не заходили. Ну, еще дополнительно, говорится, чтобы не катались на скейте. Вот здесь людей якобы оградили, сделали место для курения. На самом деле все это воняет рядом. Че их ограждать? Просто разрешили бы курить в парке. Хотя, что многие делают. Я смотрю, чувак сидит, он даже не парится, просто курит. Опять возвращаемся в магазин. Короче, мы ходим, по-моему, только по магазинам. В этот раз, так как старший купил себе игрушку, себе подарок, теперь младший тоже увидел, заказал. Мол, без подарка возвращаться нельзя. Идем обратно в магазин. Эскалатор в этом магазине, как в метро. Сейчас посмотреть. Он не через один этаж перескакивает. Там этажей, наверное, 6. Вот в этом магазине продают винтажные штучки и игрушки. Тематика у них по персонажам. Вот Супер Марио, вот все такое. Есть вещи. Поэтому что-то надо сейчас нашему младшему подыскать. Вот здесь мы брали такую футболку, которую наконец-таки нашли. Ну, Крис уже для себя что-то подсматривает. Вот. О чем вот этот мультик? Здесь все раскидано так по отделам, допустим, все Майнкрафт. Как вы думаете, куда мы опять зашли? Уже какой раз? Короче, не хочет уходить. Последний раз пробуем. Мы уже так хорошо домой шли. Наконец-то. Сейчас хоть домой пойдем. Все, пойдем домой. Здесь даже нашли автомат, который продает сигареты. Прямо на улице. Кстати, сигареты намного дороже, чем в Корее. Они стоят у нас здесь 5-6 тысяч, Marlboro 6 тысяч. Хотя я не курю, поэтому не знаю, какие там ценники сейчас. Но дорого что-то для сигарет. А, кстати, в Японии очень много кто курит. И женщины, особенно молодежи много. Ночные улицы Японии ничем не отличаются от корейских. Единственное различие это то, что автобусы, ну и весь транспорт, он движется с другой стороны. А так, если вот сейчас мы ночью идем, как будто по своему городу. Никаких различий нету. Дошли до Макдональдса. Шли. Говорится, пришли. Кушать что-то не хочется. Захотели мороженки. Макфлари здесь двух видов продается. У нас одного вида. 260 йен. А который другого вида Макфлари с другим Орео, он стоит 310. Чем отличается? Чая. Вот это, который подороже, вот это, который подешевле. Кстати, здесь в Макдональдсе на кассе работают иностранцы, то ли индусы, то ли с Индонезии. Я уже в нескольких местах видел именно иностранцев, работающих и говорящих по-японски. Перед Макдональдсом тоже большая такая стоянка, но у них тоже есть ограничители
вот такие на дорогах. Ой, на дорогах. На месте вот такая штука. Она приподнимается. Она приподнимается под машиной, чтобы машина не смогла выехать. Аппарат парковочный, за который нужно платить. Вы приехали в ресторан Макдональдс, за парковку нужно проплачивать. 9 часов вечера, что-то мы заблудились. Мы зашли посмотреть апаты. Вот так они выглядят, японские апаты. По-моему, старого образца. Судя по верандам, потому что все веранды, они вот открытые. Открытые коридоры у них. Скорее всего, это старого образца. В общем, заблудились мы. Хотели пойти на перерез. Сейчас не знаю, где мы уже кушать будем. Наверное, придется в гостинице что-то заказать. Только вот как заказывать, если кто-то еще помог. Так, мы пришли в отель, двери заперты, но они нам объяснили, что поздно вечером нужно будет самому открывать дверь. Они дали ключи. Здесь стоит такой агрегат. Давай. Вставляется, поворачивается и открывается дверь. Чтобы никто чужой не зашел, а на фронте никого нету. Странный отель, да? На фронте никого. В отеле уже никого не было, соответственно, нам уже никто не поможет заказать пиццу. Придется топать самим, это где-то минут 10 отсюда, самому нести пиццу. Хорошо, Крис согласился вместе. Дошли до Домино Пицца. Домино Пицца относительно недорогая, здесь начинается от десятки и выше, хотя у нас в Корее Домино начинается от двадцатки и выше. Доставки не будет, будем забирать и своими ножками топать. Доминошка выглядит так же. Напитки можно в ней не заказывать. Здесь у нас прямо рядом есть магазинчик. Кстати, здесь есть сразу ящики доставки с Амазона. Здесь туннельчики для автомобилей очень маленькие. Только один автомобиль проезжает, то есть в одно направление, хотя автомобили едут в оба. Они друг на друга, должны смотреть и друг друга пропускать. Если оба одновременно заезжают, то все, стопор образуется. Здесь так же, как и в Корее, имеются улочки без тротуаров. На вот таких маленьких улочках тоже имеются светофоры. Вот пацан стоит, ждет своего светофора. Дорога там буквально 3-4 метра, скажем. Причем светофор, он расположен только на одной стороне. Вот, к примеру, здесь светофор есть. Мы с этой стороны пришли, проходили по этой дорожке. Я даже не обращал внимания, потому что здесь светофоров не было. То есть они расположены только по одной стороне. И как надо смотреть, если я с этой стороны иду? В общем, я должен буду заглядывать себе же за голову, чтобы посмотреть, поменялся светофор или нет. Передо мной светофора нету. Но я должен по его правилам идти. Если такого плана парковка, здесь уже железка по-другому поднимается. Разнообразия очень много. Но обычно я вот такие много видел. Вот она приподнимается и не дает автомобилю выехать. В общем, нам нужно успеть на паром, на корабль. Блин, до сих пор не знаю, что это такое. Крис, у нас остался буквально час. Крис последний день решил прогуляться. Говорит, давай до парома. С гостиницы до парома пешком это будет где-то около часа займет. Ну, в принципе, как раз, но вот такое изъявил желание под конец, как говорится, пути. Уже нужно уезжать. Он решил посмотреть еще раз город.
Утром решили зайти в 7-Eleven, позавтракать, потому что нету времени. Если мы сейчас будем идти целый час до порта, нет времени где-то остановиться, покушать. У меня по плану было сесть просто на такси, доехать, там поесть и потом сесть на корабль. А так как Крис решил пройтись пешком, будем идти и кушать тогда. Кто-то декорирует свои автомобили вот прям такой мощной решеткой, звезда там или что-то. И бампера, смотрите, какие мощные. Трансформер прям. Кстати, перевозит, по-моему, какое-то говно. Вот сейчас мы идем, у нас осталось буквально 20 минут. По навигатору показывает 25. По-моему, мы опаздываем для регистрации. Пока мы шли, нашли столько интересных мест. Это всегда так. В последний день что-то начинаешь замечать, что бы хотел посетить. По времени выходит очень долго, потому что со всеми этими светофорами, светофоры здесь, они абсолютно на каждом перекрестке. Так, будем ловить такси. Ну его нафиг. Не успеваем. 15 минут осталось до окончания регистрации. Двери открываются автоматически. Иди. А вот заодно и прокатаемся на очень старом такси. По комфортабельности не сказать, что комфортабельно. Я не знаю, почему до сих пор используют. У них даже ручки, видите, вот такие. В общем, у нас осталось всего лишь 15 минут до окончания регистрации. А идти нам еще, если пешком, еще минут 20. Судя по всему этому интерьеру, автомобили действительно 80-х годов. Сейчас покажу его интерьер. Автоматическая дверь, она открывается вот с помощью вот такой фигни механической. Это японская такая фишка, когда такси открывает дверь и закрывает вместо тебя. Как бы подается автомобиль тебе. Весь он огорожен пленкой, чтобы, не дай бог, на него чихнуть. Потому что затылком он все равно на нас дышать не будет. Соответственно, это значит уберечь только самого водилу. Короче, похоже, мы опаздываем, потому что мы забили терминал, а там, оказывается, 2 терминала. Таксист ехал, хорошо спросил по-японски, спрашивает: вам точно на этот терминал надо? Мы говорим: ну да, мы забили. А потом стали проверять, а там, короче, не международный. То есть до Пусана там не идет. Блин, сейчас он будет делать круг, и тогда мы точно опоздаем. Здесь не так уже холодно, но таксисты все равно продолжают топить машины. Поэтому я давно вот так вот не крутил окно. Кстати, до конца не спускается. Кстати, не знаю, может это потому, что мне сказали до этого, по плавности, по кочкам такси едет прям таки неплохо. Как будто вот именно на воздушных подушках. Аригато гозаимашиту. Только 자동으로 닫는데. Так, у нас 3 минуты до окончания регистрации. Так, у нас осталось буквально 1 минута до окончания регистрации. Успели. Хорошо, что взяли такси. Мы уже прошли регистрацию. Сейчас мы уже на зоне посадки. Здесь стоят автоматы. Кстати, ценники дешевле, нежели в городе. Также мы не успели заехать в какой-нибудь Пенеджам, чтобы взять себе что-нибудь покушать в дорогу. На самом пароходе там есть типа такого convenience store. И, кстати, по ценникам дешевле,
чем в городе, потому что он считается как duty free, там без таксы. Поэтому, в принципе, что-то закупаться не надо. Там, если проголодаетесь, можете прям на пароходе купить себе что-то. Будет также недорого. На обратном пути мы возвращаемся в общаги. Общак выглядит вот так. На полу палас, я так понимаю, возможно, теплый пол, если это зимой. Мы едем на общаге, потому что на обратном пути с Японии до Пусана намного быстрее, там буквально, насколько, 5-6 часов он доплывает. В этом промежутке, так как сегодня день, то есть сегодня день, я имею в виду, он отплывает днем, поэтому, так как это день, мы собрались просто побыть на свежем воздухе, выйти на балкон, на палубу и там понаблюдать. Если нас, конечно, не стошнит. А так, по замыслу, мы будем просто спать. Телек вроде бы есть, но смотреть тоже укачивая, тоже не вариант. Это самая дешевая комната, но так как плыть обратно на ней, короткий промежуток времени, по-моему, в самый раз. Потому что это все равно днем, чтобы на улицу можно было посмотреть. Пока туда-сюда, за это время мы уже приплывем. Нет смысла брать каюту на двоих, потому что, возможно, даже и спать не будем. За дверью здесь туалета, ванны своего нету. Есть вот такая шторка. Это то место, где можно просто переодеться. А туалет, ванны у них отдельная. Есть ниша для обуви, ниша для своих сумок. Здесь даются подушки, вот такие, конечно, без наволочек. Вроде бы есть простыня. Окей, мы поверх нее тогда сделаем. И есть такой жесткий матрас. Но сам пол, он относительно такой мягкий, потому что это палас все-таки. Палас, и под ним, по-моему, что-то еще есть, наподобие татами. Единственная проблема, я сейчас заметил, нету достаточно розеток. Вон там только 2 розетки, вон там. Короче, с кем-то мы будем сраться из-за розеток. Мы побежали обратно на регистрацию, потому что наш Крис не может без приключений. Он забыл телефон там, а мы уже заселились. Бежали, у нас буквально опять 10 минут до отплытия. Вот такие вот мы. Они молодцы, по радио, получается, с корабля сообщили, что мы забыли телефон. Там видно на стойке регистрации. Они нашли телефон, в общем. И даже уже несли сюда на корабль. Посередке встретились, отдали. Молодцы. Нам повезло. Мы уже расположились. В каюте есть только один парень. Еще есть чья-то сумка, но никого нету. Как будто мы взяли каюту на двоих. Поэтому, в принципе, нормально плывем. Пока качки нету. Так, у нас перерыв. Здесь рамен. Вон там стоит пенеджон. Типа маленького такого convenience store. Рамен стоит 1200. В принципе, так же, как и в простых магазинчиках. Даже, по-моему, дешевле, потому что здесь таксы нет. Вот такая штука, она стоит у нас в Корее. Чокоби, это из мультика Чангу. Она стоит 2000 с чем-то, по-моему. А здесь она стоит 1200. Людей нету, все пошли, видно, спать. Удивительно, в этот раз вообще не укачивает. На улице у нас
Земли нету. Надо будет на палубу залезть, посмотреть, как это все выглядит. Сзади есть еще ресторан, но ресторан не работает в связи с короной, говорят. Ну, как бы он и не нужен, потому что здесь всего 5-6 часов. Водичка Evian. Здесь она стоит 1200, меньше $1. У нас Evian дорогая. Потом есть вот такая японская со вкусом, слегка подслащенная, со вкусом персика. Вот это вкусная вода. Но стоит 1600. Вот все-таки культура и воспитание отличаются на данный момент. У нас с Крисом культура разная. Он все равно воспитан как хангук, а я все еще, скажем так, советский. Поэтому мне всегда куда-то надо залезть. А корейцы, они воспитаны, вот сын, где написано, он все делает по инструкции. Он сейчас делает рамен, все как написано. Я ему объясняю, как удобнее сделать. Он говорит, нет, вот там написано вот так не будет делать. Потом там на палубе есть несколько мест, где написано, дверь открыта, но есть табличка такая, нельзя входить. Я ему объясняю, говорю, открыто можно зайти. Он говорит, нет, если есть табличка, зайти нельзя. Все будет делать по инструкции. После горького нам не хватает чего-нибудь сладкого, поэтому у них здесь есть аппарат с мороженым. Сейчас проверим. Здесь у них есть вот такой пеноджамчик. Вот где мы только что брали. За углом есть автоматы с мороженым. Мороженым. Автоматы с мороженым. Че, какой больше? Да. Ты выбирай сначала. 이거 갈 거야, 이거. Погоди, сдачу не вытаскивай. Погоди. А что, сдачу? Давай сразу. Морожка стоит 1600. Вот это 2500. Морожка, конечно, что-то такая маленькая. Вот это $2 стоит. У меня, наверное, тоже такого же размера. У меня в виде такого сэндвича.